Вспомните таких людей, как царь Ксеркс, Петр Великий, Усама бен Ладен, Никколо Паганини, кардинал Ришелье, Шарль де Голль или Авраам Линкольн. Они жили в разные эпохи, были условно на стороне прогрессивных сил или, напротив, на стороне деструктивных, но так или иначе оказались в центре исторических событий, или своими талантами и энергией сами меняли события в свою пользу. Все они могут быть описаны одними формулировками. Очень высокий рост, худощавое телосложение, длинные конечности, очень длинные пальцы, худое вытянутое лицо. Хотя они принадлежали к разным народам и расам, и уже этот момент в свое время озадачивал ученых. Почему такая высокая концентрация такого соматического типа среди известных людей? К сожалению, все они страдали синдромом Марфана, сложным генетическим заболеванием, которое характеризуется как раз такими признаками. Очень высокий рост, нескладная узкая фигура, впалая грудь, при этом очень длинные ноги и руки с огромными пальцами, которые сравнивают с лапами паука. Например, Ганса Христиана Андерсена, хотя и нельзя назвать деятелем истории, но как литературная фигура вполне глыба и первопроходец, описывали как настолько высокого человека, что мог гасить руками уличные фонари. Авраам Линкольн при росте 193 см имел настолько крупные руки, что топорище он охватывал полностью. Кардинал Ришелье, гениально похоже сыгранный в советском фильме о мушкетерах, испытывал проблемы с подбором одежды из-за сочетания ее большой длины и детского размера в обхвате. Допустим, несколько десятков великих людей могут иметь похожую внешность и даже одну болезнь. Разве это делает ее причиной успеха? Да. Помимо скелетных аномалий, нарушение сердечной деятельности, синдром Марфана глубоко влияет на другие системы организма. У больных избыток выброса адреналина и кортизола. Они мнительны и имеют колоссальные силы для борьбы с внешними угрозами, даже мнимыми. Они гиперактивны. Они могут практически не спать и не есть, двигаясь к цели. У них феноменальная память и высочайший интеллект. Например, тот же Андерсон за свою короткую жизнь написал более 3500 произведений. То есть это люди с огромной работоспособностью, живущие в постоянном стрессе и борьбе. Их интеллект глубже, чем у обычных людей, что делает их победителями в конкуренции с ними. Самые узкие костюмы висели на нем мешком, рукава болтались как на палках, и всякий ворот оказался слишком широким. Кисти и пальцы музыканта были необыкновенно гибкими. Как полагали слушатели, именно этим внешним отличием объяснялась виртуозная игра исполнения Никколо Паганини. Их нельзя назвать долгожителями или рожденными для спорта. Их сердце и аорта быстро изнашиваются, и в среднем им дают довольно непродолжительный срок жизни. Однако часть гениев с синдромом Марфана вполне дожили до преклонных лет. В спорте, несмотря на свой огромный рост, им сложно достичь высоких результатов. Мышцы довольно слабы, координация движений плохая, психологическая устойчивость низкая. Но в баскетболе или волейболе хватает людей с такими признаками, однако тоже далеко не звезд. Теперь вспомним Петра Великого. Очень маленький размер мундира, 39 размер ноги при росте не менее 195 см. Гиперактивность, постоянная нервная возбудимость, фанатичная работоспособность, не просто приказами, а делая что-то самому. Тот же самый рост, портрет или особенности характера были у Шарля де Голля. Он был спасителем Франции, едва ли не в одиночку. Сначала 5 лет готовил восстание, а затем, после падения немцев, занимался строительством новой страны, не отдыхая, не сомневаясь и не обращая внимания на критику. Одержимость идеей и колоссальные силы. Конечно, наличие этого синдрома не делает человека рожденным повелевать, но условия для этого внутри организма болезнь создает сама. Как правило, такие люди не распыляются на личную жизнь, так как болезнь редко делает из них красавцев. Фонтанирующий идеями и энергией характер мало нравится и женщинам, и коллегам. Как правило, такой человек одинок или имеет мало друзей. Им ничего не остается, кроме карьеры и самореализации в профессии или политике. Помимо названных, вероятно, синдром Марфана имели пианист Сергей Рахманинов, пловец Майкл Фелпс, актер фильмов ужасов Хавьер Батет. Если Андерсон писал много, то Корней Чуковский скрупулезно десятки раз переделывал каждую строку, добиваясь идеала, месяцами снова и снова, говоря о себе: «Я работаю как вол, как трактор». И все те же портреты на фоне. Длинная нескладная фигура, огромный рост, фанатичность и рассеянность одновременно. У них с возрастом сильно падает зрение, болят суставы и сердце, поэтому несколько снижается работоспособность. Но даже в таком случае на фоне обычных людей они все равно феноменально эффективны. Например, кардинал Ришелье не только был, собственно, религиозным деятелем, но и политиком, дипломатом, строил флот,
Содержал агентурный аппарат по всей Европе, писал стихи и пьесы, развивал промышленное производство во Франции, прямо реформируя налоговую систему. Это невероятно много даже для очень талантливого человека. С точки зрения общественного блага, такие люди, безусловно, важны и нужны в обществе. А вот персонально, дар это или проклятие – вопрос сложный, особенно для самих гениальных больных. Пишите в комментариях, замечали ли вы такую особенность у великих людей. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.